Вы помните свой опыт игры в New Football Game? Да-да, та самая версия игры, которую Konami выкатили летом предыдущего года, чтобы проверить сервера в преддверии выхода своего нового проекта, а в частности eFootball 2022. Ну так вот, вы помните опыт своей игры в данный проект? Думаю, слишком очевидным будет утверждение о том, что геймплей и в целом внешний вид данного проекта сильно отличался от того, что мы получили в eFootball 2022. А что если я вам скажу, что Konami намеренно сделали все так, что это сама New Football Game и eFootball 2022, несмотря при наличии одного и того же движка, анимаций, графики и прочего, это все далеко продуманный и достаточно хитрый ход с их стороны. И New Football Game это версия 1.0.0 eFootball 2022. Теория достаточно безумная, но от этого не менее интересная, и в рамках сегодняшнего ролика предлагаю ознакомиться с ней поподробнее. Я рад вас приветствовать на канале Realistic PS, и перед началом данного ролика я напоминаю, чтобы вы не забыли поддержать этот ролик своими лайками, в комментариях обязательно поделились своим мнением по поводу услышанного, ну а если вы на этом канале впервые, то конечно же подписывайтесь и прожимайте колокольчик для уведомлений. Ну а мы в свою очередь не будем долго тянуть и давайте приступать к обсуждению. Перед тем, как мы приступим, стоит отметить, что все сказанное далее это не более чем теории игроков, которые выстраиваются на мелких замечаниях и просто субъективном видении, а поэтому не относитесь ко всему сказанному чересчур серьезно. Как я и сказал ранее, опыт игры в eFootball 2022 и New Football Game достаточно различается, несмотря на то, что по сути это одна и та же игра. И тогда летом казалось, что это самый ранний альфа-бета-версия игры, достаточно сырая, с багами, с плохой оптимизацией и достаточно корявым геймплеем. Однако мы даже и не ожидали, что выйдет eFootball 2022 версия 0.9.0. Однако, по мнению игроков, Konami сделали так намеренно, поскольку, несмотря на всю свою сырость, New Football Game играл достаточно неплохо, всяко лучше, чем eFootball 2022 на своем релизе. К тому же в New Football Game присутствовали некоторые игровые механики во время матчей, которые отсутствуют в eFootball. Да взять тот же самый корпус, который в New Football Game работал намного лучше, чем в eFootball 2022. Сейчас корпус в eFootball 2022 это преследование соперника с мячом с последующим перехватом, в то время как в New Football Game кнопка корпуса отвечала только за сам этот корпус, отбор оставался прежним. И как по мне, именно так и должен работать корпус. И вполне возможно, что после обновления до версии 1.0.0 мы этот самый корпус и увидим. Более того, вы ведь помните, что после релиза версии 1.0.0 мы ожидаем обновленный геймплей, а геймплей New Football Game отличался от того, что мы получили в eFootball 2022. И вполне возможно, что Konami откатит геймплей как раз таки до того, что мы наблюдали летом 2021 года. Конечно, в это все очень трудно поверить, и естественно напрашивается вопрос, а зачем Konami поступили подобным образом? И как бы сказочно и достаточно хитро это не звучало, но для того, чтобы в лишний раз оттянуть время. Очевидно, что с разработкой игры Konami немного провалились, а поэтому решили выиграть для себя дополнительное время, намеренно выкатив ужасный релиз и готовясь к худшему, в то время как разработка игры продолжалась полным ходом. Да и в целом, если так посмотреть, то я не знаю, насколько неосведомленным нужно быть насчет своей игры, раз они так спокойно выкатили игру в таком плохом состоянии. А посему у некоторых игроков сложилось впечатление, что Konami сделали это намеренно, чтобы узнать мнение игроков насчет всех этих ошибок, ну и в лишний раз выиграть для себя побольше времени для разработки eFootball 2022 версии 1.0.0. Звучит достаточно безумно, повторюсь таки опять, но на то это и обычная теория, которая особо ничем не подкреплена, кроме как предположениями и мнением игроков. Ну а ваше же мнение, дорогие друзья, я буду рад узнать в комментариях под этим роликом. Что вы думаете насчет всего услышанного? Возможно ли такое, что Konami продумали все таким образом? Или это просто совпадение и все сказанное ранее не имеет никакого смысла? Обязательно отпишите в комментариях под этим роликом. Не забывайте поддерживать видео своими лайками, ну и подписываться на канал, если находитесь здесь впервые. У меня же на сегодня все, и я всех благодарю за просмотр этого ролика. Всем удачи и до скорых встреч, друзья!